Друзья, всем привет! Бортовой журнал яхты Unicorn, 6 апреля 2023 год. Начну, как всегда, про погоду. Морозы, солнце, день чудесный. С утра было плюс 5, очень холодно. Выйти на палубу и работать просто неуютно. Руки мерзнут. Поэтому занимался электричеством. На яхте есть два щитка с выключателями. И надписи на одном на турецком, на втором на английском. Только эти надписи вообще ничего не значат. Не верь тому, что написано. Это была игра в угадай, что включится, что выключится. То 3 параллельных выключателя на одну комнату, то наоборот 3 прибора, совершенно не связанных на один выключатель. Причем один набор выключателей внутри яхты, а второй на палубе снаружи. Так и бегал туда-сюда, смотрел, что включится, что выключится. Вроде с большинством разобрался, остальное спросил у бывшего хозяина. И все сделано так, такое впечатление, чтобы запутать врага. Чужой, чтобы не пробрался и не смог ничего сделать. Иногда просто 2 выключателя подписаны, а выключают один другое. Совершенно разное. Днем сегодня вырубился интернет. Сначала Wi-Fi, потом мобильный интернет, потом вообще мобильная связь пропала. Так несколько часов. Это к слову тому, в какой жопе мира я сейчас нахожусь. К вечеру проблема, правда, решилась, так что все сейчас нормально. Сегодня получил набор аксессуаров для GoPro, а сама камера застряла на таможне. У них проблемы, потому что я не хорват, у меня нету местного ID. И они теперь пытаются разобраться, что со мной делать. У меня идет с ними бурная переписка, надеюсь, в ближайшее время получится. Примочек для камеры пришло очень много, они все были сложены очень плотно в один чемоданчик. Причем в чемоданчике была еще такой поролоновая прокладка для ячейки для них, но ничего не получилось вложить обратно. Просто больше половины не влезла, вторая половина не подходит для ячеек. Такое впечатление, что чемоданчик только для красоты. Играл в Тетрис, в конце концов получилось впихнуть невпихуемое, закрыл чемоданчик, но это было непросто. В общем, обрастаю вещами, но только полезными, я так надеюсь. План на завтра: продолжать разбираться с агрегатами. Якорная лебедка работает только в одну сторону, опускает якорь, а не поднимает. Хотя как раз поднимать его очень тяжело. Так что буду копаться. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!